Друзья, всем привет! С вами Антон Мельников, Алексей Мамонтов и наша рубрика «Чайные новости». Сегодня мы расскажем вам про летающие машины, гуманоиды вместо рабочих и новый ИИ-прорыв Китая. Все это и не только в чайных новостях. Ну а мы начинаем. На недавнем весеннем гала-концерте роботы от Unit3 и AGBot показали невероятный уровень. Действительно, прорыв сумасшедший. Уровень баланса и скорости просто поражает. Они танцуют, выполняют разные трюки. Все это в прямом эфире перед 400-миллионной аудиторией зрителей. И, кстати, между прочим, AGBot начал массовую отгрузку роботов на заводы BYD и NIO для работы на линиях сборки. Они используют мозжечковые чипы нового поколения, которые позволяют им обучаться движениям почти так же, как и людям. Я, кстати, смотрел в прямом эфире вот это все дело, и я, конечно, сильно обалдел. Я такой, ничего себе, какая огромная разница между 25-м годом гала-концертом и 26-м. Просто там в 25-м году тарелочки такие вот стоялись, вот так вот вертелись, а в 26-м кунг-фу. Сальто там такое. Да. Я такой, да нет, это ИИ, наверное, да вы чё, ребят. Это, конечно, очень круто. Далеко убежали, и я теперь понимаю, почему 90% глобального рынка. Ну, если сравнить с роботом, который показали в России, то это, конечно, уровень. Ну, я, конечно, опять повторюсь вам всем, что у нас есть замечательный ролик про Xpeng AI день. Найдите его, посмотрите у нас на канале. Мы там рассказали про то, куда двигается это все дело, в том числе и про робота, гуманоида. Ты все про робота-женщину, понятно. Все туда тебя тянет. Заменить хочешь свою жену? Нет. Шучу. Так, слушай, а мне кажется, все-таки главная новость вообще с начала этого всего года, да, после китайского Нового года, это все-таки касательно BYD-шной батареи второго поколения и их 1,5-мегаваттной зарядки. Это, конечно, прям очень громкая новость в мире автоиндустрии и вообще в целом для Китая это огромный шаг. Поэтому, если вы не смотрели ролик на нашем канале, тоже, опять же, переходите, смотрите после того, как вы закончите смотреть данный выпуск. Ну, а если вас зацепила эта новость и вы хотите уже приобрести автомобиль с такой батарейкой, то у вас есть такая возможность прямо сейчас, потому что автомобили с такой батарейкой уже доступны в продаже. Модельный ряд, Леш, большой. Да. По-моему, 10 машин было представлено. Да, 10 машин было представлено. Что-то из них уже есть на рынке. Это просто апдейт. Апдейт называется версия Flash Charging. Слушай, апдейт классный, там год бесплатной зарядки тебе по всему Китаю, новейшие станции. Да, некоторые вообще 1,5 года, Sea-Line 1,5 года. Я, конечно, понимаю, ребят, что это все касательно Китая, но мы говорим про Китай. И это огромный прорыв, и действительно, как они это все реализовали, как устроены зарядные станции, и эти вот все новинки автомобильные, вас ждут впереди на нашем канале. Подписывайтесь, следите, смотрите. Но если отталкиваться от заявления руководителя компании, что пожизненная гарантия на батарею, это насколько должен быть уровень доверия своему продукту, чтобы ты пожизненно предоставил гарантию на батарею? Ведь то, что у нас было до этого, все пожизненные гарантии, они были на все, кроме батареи. То есть на все технические элементы. Вот у нас мы много раз в обзорах наших говорили вам, пожизненная гарантия, пожизненная гарантия. Но батарея там она исключение имела. То есть там 8 лет и там 150 тысяч пробега. А здесь пожизненная гарантия на батарею. Плюс на компоненты, которые соответствуют, точнее, которые относятся к зарядке. То есть все эти инверторы, провода. То есть насколько они протестировали все вот это, вот всю свою технологию, что дают такой высокий уровень. Двигаются далеко и плотно. И еще касательно BYD, давай сразу же я скажу новость. BYD собирается заходить в Формулу-1. Не в Е-формулу, а в Формула-1. Я тоже, когда начал читать новость, такой, так, погодите, бензиновые автомобили от BYD что-то странное. А нет, новые регламенты Формулы-1, конкретно Формула-1, подразумевают, что там теперь есть гибридный автомобиль. И все уходят как бы в гибридную составляющую. Интересно. То есть полноценно Формула-1 теперь будут не чисто бензиновые, а гибриды. А интересно, гибриды какие? Последовательные или параллельные? Или не знаю. И вот здесь же можно схитрить. Здесь
я даже боюсь представить, если действительно зайдет BYD, зайдет Geely, они-то на гибридах собаку съели, у них-то вон какие ускорения, какие показатели. Никто из европейских брендов такого и близко сейчас не показывает. Поэтому интересно будет посмотреть на новый виток развития Формулы-1. Я точно вписываюсь. Антон, там на двигателе бензин уже давно никто не видел просто. Да? Уже лет 10 как не на гибриде все. Заряд батарейки там используют, чтобы обгонять напрямую. Ну вот, у нас оператор Роман знает больше, чем я. Следующая новость, друзья. Ну вот как сейчас вам Антон подсказал про Blade Battery второго поколения, действительно, которая прям шокировала мир. Но что если я вам скажу, что Китай на этом не останавливается? Компания Чинан и GIC начали открытые тесты твердотельных аккумуляторов с плотностью энергии до 700 Вт-час на килограмм. Заявленный запас хода 1500 километров. Главная фишка этих батарей в том, что они сохраняют 80% емкости даже при минус 30 градусах по Цельсию. Вот это как раз таки и то, что ждут наши именно зрители из России. В общем, прощай зимний стресс, так сказать, для владельцев электрокаров называется. Ну, кстати, на нашем канале есть ролик по посещению этой фабрики гаковской. Там вот мы про это рассказывали, и тогда меня это удивило. Да. Ну вот, и мы они понимаем, прям конкретно показывают, вот то, уже к чему все, они двигаются. да, уже двигается. И недавняя новость, опять же, про ГАК я прочитал, что они стремятся к тому, что, как и NIO, у них будут сваповские батарейки. Заменяемые и уже станции стоят. Они хотят их совместно использовать по стандартам с Geely. У Geely, у коммерческого транспорта, есть такие станции. Они, как правило, располагаются рядом с NIO. И вот туда же гаковские заходят, и у них будет как бы типа один стандарт, но при этом там типа разная батарейка. Станция будет определять, какой приехал к тебе автомобиль, и у тебя будет все по красоте. Для такси это идеально. Да. Я удивился, что у Ion RT сменная батарея. Я даже такого подумать не мог, что у такого дешевого автомобиля есть такая опция. Да, NIO дешевый, сменная Firefly, сменная батарея, но при этом он стоит дороже, а тут прям сильно дешевле. А вот мне интересно, что быстрее, зарядить автомобиль на BYD-шной зарядке или свапнуть ее? Потому что 5 минут. 5 минут и это 70%. 70%. Это прям много, и это быстро. Когда мы снимали обзор на Onvo, мы засекали, сколько занимает процесс, и, по-моему, там было что-то около 6 минут. Да, но в целом, потому что, опять же, BYD как это сделали, реализовали? Ты приезжаешь, ставишь автомобиль, точнее так, втыкаешь заряд, Вставляешь. Шланг, он ко мне прилип. Шланг ко мне прилип. Да, потому что, как заявили BYD, ты приезжаешь на зарядную станцию, втыкаешь зарядный шланг. Кабель. Почему шланг-то? Мне миллион раз написали в комментариях про шланг, я теперь его только шлангом хочу называть. Но не кабелем, блин. Шланг, Антох, нормально. Короче, приезжайте на зарядную станцию от BYD, втыкаете кабель. Шланг. Не надо. Втыкаете кабель и, значит, все. Сразу же пошла зарядка. Моментально. Без всяких активаций, там, ожиданий и тому подобное. Ну, на этом я верю, что это сэкономит минуты 3. То есть, представляешь, у тебя просто пунькс, сразу за 5 минут напихало тебе 3 минуты 50%. 250 километров за 2 минуты, друзья. 2 минуты, 250 километров. Можно доехать куда? Да куда угодно можно доехать до следующей зарядки за 2 минуты. С таким объемом батарейки, как вот там Denso Z9 GT, 122 киловатт, это на 500 плюс километров. Да. И мне нравится в этом, что не нужно вам менять батарейку и использовать какую-то батарейку левую, на которой кто-то ездил, как они там ездили, как они били, не били. Вдруг там на немного выкатано. Да, может быть, там емкость вообще потеряна. А здесь твоя батарейка, которую ты знаешь, ты вот купил и ездишь. Все. Антон, ну а мне, я думаю, что многим зрителям также очень интересно, что же у нас с рейтингом по продажам. Кто выбился в лидеры? Оставили ли Теслу позади наконец или нет? Слушай, очень интересная история произошла с Теслой. Вот ты прям как будто бы знал. Нет, но не ты знал. точно не знал. На 18 пунктов она взлетела вверх. Какая Тесла? Y, Model Она же была Y. и так лидером. Нет, Model Y провалилась. То есть с начала года она сильно провалилась. А в феврале, вот, пожалуйста, мы получили февральские отчеты. На втором месте 25 286 автомобилей.
Опять Tesla Опять. вырывается в лидеры. Но Джили Гоми, на которую вы не посмотрели обзор, я точно знаю, что не посмотрели, потому что там, господи, там 2% от всего нашего канала посмотрел. На первом месте, а я тогда еще говорил, что автомобиль действительно удивляет. За эти деньги. За эти деньги это за вообще эти просто деньги там фантастика. не подкопаешься. U7 Xiaomi на третьей позиции, на 2 пункта вниз. Я сейчас о тебе говорю полностью про все автомобили, и бензиновые в том числе. Singuela L, это Geely, название вот на английском. На 5-м месте La Vida, на 3 пункта вверх. И удивительно, я не верил, но это произошло. На 6-е место, на 13 пунктов вверх. Лисян, i6. 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 i8 нет, мимо. Ага. Никому не нравится. В i6 все продумано. Есть и багажники, передние, и задние, и рулежка и тому подобное. i6 супер. Надо делать обзор, Леша. Надо? Надо. Надо. Ребят, надо или нет? Напишите в комментариях. 7-е место. Чинан C75. 20 пунктов вверх взлетел. Passat на 8-м месте. В общем, 9-е место там тоже какой-то фольс. 8-е Cherry. Cherry Tiggo 8. Вообще неожиданно. Не понимаю почему. Наверное, потому что стоимость в Китае сейчас меньше 1 000 000 рублей за базовую комплектацию. А за топовую где-то 1,5 миллиона. Скажи мне, зачем ты в этот список добавил бензиновые автомобили? Не знаю почему. Ну, основываясь, видимо, на том, что как я являюсь главой отдела подбора, да, и сотрудничаю с отделом продаж плотно, вижу, что к нам не приходят с запросами на бензиновые автомобили. Ну, мало, так сказать, да. В основном все просят гибриды и электрички. Видимо, не все понимают, что в Китае можно купить хороший ВАГ, даже хороший там китайский автомобиль с небольшим пробегом, либо новый. Опять же, есть замечательные автомобили Jetta, которые не а-ля, это есть ВАГ-группа. Дешевые, хорошие. И с учетом того, что там ВА-3 можно привезти в Россию дешевле, чем какую-нибудь Ладу новую. Там. Да кроме ВАГов куча всего. Куча всего. Джили Манджаро, там, Куча. Хавейлы. Да, есть проблемки сейчас у нас с тем, что 180 дней запрет на экспорт. Но берите либо около новое БУ, коих очень много, особенно сейчас, после китайского Нового года. Как это принято, китайцы покупают автомобиль, едут домой, хвастаются, я такой крутой, у меня есть тачка, приезжают домой, продают ее нафиг, потому что все, на этом понты закончились, денежку обратно и ездим на метро. Слушай, а мне понравилось на самом деле покупать чуть БУ автомобили. Чуть БУ Вот вообще G6 мой мы взяли полугодичную, да, C11 взяли полугодичную. Зато какая экономия в цене. Да, я ID-шку свою тоже брал с пробегом 1000 километров. Вообще, я так скажу, что по Китаю с этими дорогами и этими расстояниями пятерка накатывается вот так. Да? Просто. Ты там 6-7 раз съездил в соседний город, у тебя уже 5000 километров. Так что, ребят, не переживайте, если у вас есть возможность приобрести около новые, там, ну, до 7000 километров пробега автомобиль, это явно будет практически нулевый автомобиль. Самое главное, не забывайте проверять автомобили у проверенных сервисных компаний. То есть в Китае ряд крупных независимых компаний, которые производят проверку. Если вы вдруг берете бэушный автомобиль, то обязательно заказывайте у них тесты, чтобы вам выдавали сертификацию, полностью лист, чек-лист о проверке. Это очень важно. В общем, не экономьте на этом 100-150 юаней, Да. оно того не стоит. Потому что из какой-то старой машины сделать новую китайцы умеют. Там из утопленника там, сделать красивую картинку. Но вот проверочку надо, конечно, обязательно заказывать. Шэньчжэнь и Гуанчжоу, китайские мегаполисы, на минуточку, официально запустили полноценные транспортные коридоры для беспилотников. Если про дроны, доставляющие еду и товары, вы наверняка уже слышали, об этом много видео было, то здесь совсем все по-другому. Дроны-тяжеловесы теперь будут доставлять грузы между городами, а роботакси получили разрешение на курсирование по высокоскоростным магистралям, платным дорогам, то есть куда сейчас для них дороги закрыты. В общем, скоро мы столкнемся с тем, что редко вы увидите кого-то за рулем. А сейчас же еще у нас в этом году мы ожидаем от Xpeng автопилот 4-го уровня, 4-го поколения. Очень жду 4-го поколения. Я на днях ехал по Шэньчжэню, ехал в районе Наншань, центр, так сказать, да, ну центр района точно. Впереди едет такая коробчонка
и у нее синенькие огоньки. Я такой, на Грузовая. мелкая коробчонка, мелкая вот эта вот одноместная коробчонка с номерами, странными черными номерами, белыми черными номерами, синими огоньками. Я такой, на автопилоте. Мы ее обгоняем, у меня глаза на лоб, там никого нету внутри. Понимаешь? Даже менеджера автомобиля нет. Я такой, воу-воу-воу. Это уже какой-то перебор, потому что я думал, что вот такие коробчонки не допускаются к поездке. А она резвая, едет, обгоняет, подрезает, торопится, доставляет там кому-то что-то. Видео прилагаю, я, конечно, был в шоке полном. И сейчас, я так понимаю, по трассам ты будешь ехать, а будут фуры гигантские, обгонять вообще без кабины. С синими огоньками. Просто вот у тебя контейнер такой мчится на тележке, и все. Ему ничего не надо больше. Батарейка-то снизу, камеру вокруг. Вы представьте просто, да, что вот вы просыпаетесь с утра. Это у меня, знаешь, была такая идея. Я думаю, бывает такое, что просыпаешься, а тебе хочется поспать, а ребенок говорит, папа, отвези меня в школу. Ты такой, через приложение, сына, машина подъехала к подъезду, выходи. То есть ты сразу задаешь ему школа. Машина довезла его, он вылез, она вернулась обратно, припарковалась, на месте стоит, тебе отчет все скинула. Сейчас тебе в комментариях напихают за такие мысли. Другая ситуация, я думаю, тоже многим понравится. Таким раздолбаем. Приехал ты к другу на день рождения с супругой. Он говорит, ну что, не выпьешь за мое здоровье? Ты говоришь, да выпью, конечно. Раз. Он, а как же машина? Кнопочку нажал, тебе сел с женой на задний ряд, доехал до дома, все. По дороге там можно чем-то заняться даже, наверное, да? Ребята, эта ситуация вообще просто, это вот 4-й уровень автопилота, это моя мечта, прям, я не знаю. Не, ну я лично тебя поддерживаю, что я тоже хочу увидеть такие автопилоты доступные. Но ребенка ты бы не отправил. Нет. Я все равно да посматриваю, как бы, да, даже на крутых автопилотах. Так, а ты можешь зайти там через камеры все посмотреть. Довезли, не довезли. Я машине доверяю, а вот окружающей обстановке не очень. Тут балбесов столько, что мама не горюй. Антон, зная то, как ты ездишь с телефончиком вот так вот за рулем, я скажу, что автопилоты будут побезопаснее многих водителей. Не, ну так я ж на автопилоте еду, я ж не просто так. Я включил автопилот а потом еще вот так вот. Были моментики, да, вот АИТа М9 меня, конечно... Да, когда ты бросил руки и сидел. Да, я так увлекся спокойной ездой, что в моменте себя поймал на мысли, что я просто телепортировался из Шэньчжэня в Хуйчжоу, не заметив. Она съехала с трассы, заехала там повороты, светофоры. Я в шоке был. Я от себя был в шоке, что я настолько расслабился и доверился, что прям, да. Давай, Антон, автомобильные свои новости. Что у нас там? Какие новинки вообще? Что-то есть? Что-то интересное ожидает нас? Вообще, наверное, самая ожидаемая новинка, ближайшая, которая выходит, это Zeekr 8X. Вот. Ой, это прям услад для моих ушей. Вот, она, во-первых, очень красивая. Во-вторых, она должна проходить по всем категориям Б. Да. Она полноценная, нормальная пятиместка. В ближайшее время мы должны выпустить ролик об этом. Должны ее пощупать, посмотреть. Так что следите. Дальше, что из новинок нас ждет? Еще пока не анонсировали Lotus For-Me. Это типа электро, гибридная. Пока нету цен, поэтому мы с тобой пока еще не катаемся на ней. Неинтересно. Неинтересно. Без цены как... Не знаешь, как не относиться. Как оценивать ее, да. То есть вот некоторые говорят, там, Чинан, там какой-нибудь А06 фигня. Ребят, сколько он стоит, это не фигня машина. То есть столько, сколько вам дают. Покажите, что вы можете противопоставить ему за эти деньги. Да? За эти деньги-то можно взять по рулежке, конечно, может быть и лучше автомобили по рулежке. Но по технологиям точно нет. Да. И то по рулежке, мне кажется, это седан городской, семейный. Вы не будете на нем 220 вылить, чтобы там рулежку оценивать. Еще из новинок, что мы ждем? Вообще в этом году, конечно, будет наваливаться много всего. Ну и вообще, если честно, что я хочу, чтобы мы с тобой посмотрели, то, что ты не любишь, а я обожаю, это мелкие автомобили Chery QQ3.
Вот у нас были двойки, маленький муравей и тому подобное. И вот тройка, она будет стоить от 68 тысяч юаней. И при этом в версии за 70 там, с чем-то тысяч юаней, Леша, там полноценный автопилот. Ничего себе. Я когда-то, когда приобретал автомобиль, я говорю, надеюсь, тут есть удержание в полосе. Ты такой, ты хочешь в автомобиле за 75 тысяч юаней удержание в полосе? На! Автопилот полноценный за 72 тысячи юаней, понимаешь? Ну, сейчас... Как все без быстро этого поменялось. Никуда. Да. Поэтому хочу посмотреть этот автомобиль. Он должен быть конкурентом Geely Gomi. Вот это вот Starwish. Starwish показывает себя хорошо. И множество автомобильных брендов сейчас думают, ага, темка-то интересная, туда нужно запрыгивать и продавать пачками. Да. Поэтому надо будет посмотреть. Ну, а я хочу рассказать про другую новинку автопрома. Это Xpeng Aerot. Летающий модульный автомобиль. Если вы не знали, это шестиколесный такой модульный автомобиль, где в задней части размещается дрон. Двухместный полноценный дрон летающий. Да? И вот что интересно, поставки уже намечаются на конец 2026 года. Предзаказы уже доступны. А мы с Антоном видели и показывали вам кабину этого чуда. Кабину, которую сейчас пока еще держат в секрете, не в тайне. Я на самом деле был такой инсайт. Если не видели, это был ролик про автомобиль Xpeng P7 P7 плюс New. P7 Plus New. Если не видели, посмотрите, тоже интересно. Я на самом деле, опять же, недавно в Шэньчжэне видел, как они ездят по дорогам общего пользования, все их потихонечку внедряют. Тестируют уже. Тестируют, да, как они себя в городе ведут, видимо, на автопилоте, естественно. Вот. Прикольно смотрится, такая как бы компактная хабазина. Вот. На самом деле-то он как бы не маленький, но смотришь, вроде ничего, аккуратненький такой. Да, ну он не выглядит как грузовик там Да, какой-то, да, там, или там микроавтобус здоровенный. Причем в кабине у него 2 ряда. Да, он пятиместный. Пятиместный, полноценный автомобиль. Леш, вот ты владелец автомобиля, который произвела компания, производящая пылесосы. Хочешь еще одну? 01. Хочешь еще одну машину от производителя пылесосов? Polar Stone, ты хочешь рассказать про Damas? Нет, я хочу рассказать про Dream. Показала спорткар, не было. Dream Next. это которые вот эти вот пылесосики. Да, которые делают. пылесосики. У меня которые- дома такой пылесос, да. Ну Ага. вот, считай, ты уже совладелец. В общем, не было Next 01X. И одновременно с этим вытащила на сцену твердотельную батарейку. В общем, на выставке AEE 2026 в Шанхае Dream решила зайти в автоиндустрию и сразу же с 2 ног показала и то, и 5, и 10. И интересно очень, потому что сама Nebula Next 01X подается как SUV, но выглядит она как спорткар. В общем, я там вообще запутался абсолютно. Разгон до сотки. Та-да-дам. Давай. 2 секунды. Ага, 1,8. 1,8. 1,8 секунды. И это причем у последовательного гибрида. Последовательный гибрид. Да. Серьезно? Покажи, как он выглядит. Он выглядит вот так. Так это же не SUV. Я про то же. Заявляет его как SUV. В общем, за актуальными новостями идите к нам в телеграм-канал. Также подписывайтесь на Дзен, ВК. Мы везде есть. Везде все дублируем. Выбирайте лучшую для вас площадку. Следующая новость. В Китае виртуальные люди стали мейнстримом. Бренды массово отказываются от живых блогеров в пользу ИИ-персонажей, которые идеально говорят на любом языке, работают 24/7 и никогда не устают. Так вот, китайский сервис генерации вот таких вот видео, Kling AI, выпустил 600-миллионное видео. Ёшкин кот. В общем, скоро нас заменят с тобой. А я на самом деле боюсь, кого из меня может сделать монтажер при создании того или иного видео. Всегда думаю, вот неужто он мне покажет такого, какой я есть? Если бы я был монтажером, то здесь бы точно сидела красивая девушка. Ой, Лех, ну опять ты за свое. Шанхайская компания Space Sail начала развертывание сети 1000 свечей, о которой мы уже рассказывали вам однажды в чаях новостях. Но сейчас они уже установили первые базовые станции в Бразилии. В общем, Китай официально бросил вызов Илону Маску. Ну, вообще, да, интересно, с учетом того, что, допустим, сейчас выходит новый телефон от Huawei,
Называется он Robot Phone, что по факту является первым в мире телефоном с глубокой ИИ-интеграцией. Там, в общем, такая камера выезжает. Когда выезжает камера, включается лицо робота, и ты можешь с этим роботом разговаривать, и в режиме онлайн ты можешь, видимо, с помощью Kling AI делать сразу же трансляцию уже с другой внешностью, абсолютно. Это, конечно, пугает. Очень пугает, потому что непонятно, кто тебе позвонит, там, да, допустим, вот это вот все, куда движется это все. Сетка вверху стабильно работает, тут, блин, тоже внизу все стабильно работает, без всяких лагов. Кому верить, непонятно. Я сейчас насмотрелся в Китае столько этих страшных видосиков, когда там реально очень страшненький персонаж в реальной жизни вещает на камеру, а онлайн-трансляция идет, что там такая сидит красотка, сидит, да, либо очень стильный мужчина сидит. Ну, такое. Ну, а нас ждет другое какое-то свершение, возможно, переворот в мире. В этом году стартует миссия Чанг'э-7. Китайский зонд отправится на южный полюс Луны, чтобы найти водяной лед. Мы об этом как-то уже упоминали. Так вот, уже все, уже запустили они, значит, запускают его. И это критический шаг для строительства первой обитаемой лунной базы. И если найдут, то это изменит всю космическую гонку десятилетий последних. В Хайнане запускают? Возможно. Поедем смотреть? Ты вот предлагаешь прям так, да? Я прям предлагаю поехать, посмотреть и осветить это все дело. Если интересно, то поедем. Ребята, пишите в комментариях, интересно вам посмотреть реальный запуск на китайской, да, ракеты. Ракет-носителя. Это прям, я прям сильно хочу. К теме того, что я недавно рассказал про спутниковую связь. Так вот, немножечко еще удивить тоже народ. Министерство промышленности КНР объявило о начале второго этапа испытаний сети 6G. Ой, да кому я телефоны не успею так менять? 6G, ребят, 6G. Мне кажется, у кого-то даже 5G нету еще, да? Да. В лабораториях уже достигли скорости 512 гигабит в секунду. Это куда-то туда вообще. В общем, как заявляют китайцы, что к концу 2030 года мы забудем, что такое загрузка видео. Все будет мгновенным. Это с учетом того, что они еще оптоволокно какое-то очень мощное 512 изобрели. Гигабит в секунду. Я лично не понимаю таких цифр. Что значит 512 гигабит в секунду? Это прям... Это сколько? Это же... Я помню еще то время, когда я на дискетку заливал информацию, причем не на вот эту 3,5, а вот на эту вот большую. Антон, сегодняшняя новость будет для тебя. Китайские ученые запустили 78-кубитный квантовый процессор, который смог смоделировать процессы, недоступные обычным суперкомпьютерам. Суперкомпьютером. 78 кубит, это как вообще исчисляется? В общем, вот эти вот битные процессы, это типа 1 и 0, но там либо 1, либо 0. А кубиты, это когда у тебя и 1, и 0, все это вот так вот вместе. То есть это мощнее, чем суперкомпьютер? Да. На самом деле этот компьютер, его изобрели не просто так как у нас сейчас развитие идет огромными, конечно, семимильными шагами, да, ИИшки делают они. И вот как раз таки при помощи, я думаю, что ИИ, при помощи шифрований, ну, там пишут они, что типа вот теперь упростили взлом, но кроме взлома еще и создание, опять же так, различных технологий, процессов. Так вот, для разработки новых материалов для тех же батарей как раз таки используют этот 78-кубитный квантовый процессор. В общем, ребят, мы вас сегодня загрузили потоком новостей. Наш чай новости давно не выходили, поэтому новостей скопилось много. Вот, пишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу. Немножечко переварите сначала, а там отойдите, покурите, выпейте чашечку кофе или там заварите чаек, опять же вот китайский. В общем, чтобы прийти в себя, вот видео с пандочкой. Кайфаните.
Ну а с вами, как всегда, была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Пока.